На той стороне, видишь, там еще беседочка, еще что-то такое. Смотрите, какой образец зодчества. И вот тут еще один колоночка. Я специально не показываю вам перспективу, чтобы это было малеха неожиданно. Вот тут, к сожалению, сгоревший дом, но по ходу его собираются восстанавливать. Вот смотрите, какие ставеньки. Ажурное все, красивое. Все великолепно. А находимся мы в городе Тула, родине пряника, ну, версии русской, оружейной столицы нашей страны. Смотрите, какой домик. Просто обалденный. Какие двери. Это жилые дома, в них живут. Так вот, а теперь мы смотрим на перспективу. Вот там, если пройти вперед 100 метров, повернуть налево, дом правительства города Тулы. 200 метров от дома правительства, где-то 400 метров от Тульского Кремля. То есть вот тут живут люди. Вот там такое современное построено, а вот в этом живут. Мы уже менее эмоционально реагируем на такое после посещения ряда российских городов. Да, окна заменили. Но вот тут перестроили. А все заменили, да. А верхний этаж нет. Вот какое-то промышленное здание, вероятно. И рядом, вы смотрите, деревянный дом. Пятерочка. Скорее всего, это немножко непривычно для петербуржцев, москвичей. Ну, как-то нет, есть у нас дома. Я в одном из роликов сказал, что у нас в Питере такого нет. Наврал. Есть у нас несколько деревянных домов в центре, исторических. Некоторые из них даже жилые. Но вот такого вот рядом с центральной магистралью города у нас нет. Это улица Советская, одна из центральных улиц. Как мы видим, здесь тоже современные домишечки построены. Здесь сохранилась старая постройка. Здесь, смотрите, какой огромный торговый центр, бизнес-центр прямо напротив здания правительства города. Тульский пряник. И вот такое вот соседство. Дом красят праздником. Вот здесь удивительная вещь. Немножечко перестроили старенький домик. Воткнули сюда посередине вот такую фиговину. А мы сейчас пойдем к Кремлю. Надеюсь, что нас пустят, потому что сегодня здесь репетиция парада. 1 мая, когда люди должны гулять, наслаждаться праздником, центр перекрыт. На каждом углу стоят ДПСники и никого не пускают на машинах к Кремлю. И посмотрите, сколько вон они идут репетировать. Но при всем уважении, сегодня праздник у людей. Да. Тула. Впереди Тульский Кремль, который, я так подозреваю, мы сегодня не попадем, потому что улица перед ним перегорожена для репетиции. Для репетиции. Вот там здание правительства.
И вот прямо перед зданием должны проезжать красивые танки, пушки. Ну, сейчас подойдем поближе, посмотрим, поймем, пускают или не пускают. Скорее всего, нет, потому что для того, чтобы попасть в Кремль, надо пересечь вот это. Вот стоит техника. Давай посмотрим. Красота. Вот из-за этого мы не попали в Кремль. Мы сделали это. Мы почти пришли в Кремль, обойдя все на нашем пути. Нас очень не хотели пускать. Но у них не было выбора, потому что мы их обошли с тыла. Вот сейчас нам слышно, как кричат: ура, ура, ура. Вот там они стоят, готовятся. Согнали всех. И МЧС тут у нас, я имею в виду для парада, для участия. Молодые ребята из училищ. И морские, и железнодорожники все. А мы подходим к общественному пространству. И вот башенки Кремля с этой стороны видны. 1937. Городской центр развития детей и юношества. Вот видите, здесь все перекрыто. В обычное время можно было на машинке сюда подъехать, найти парковочку. Сейчас, к сожалению, нельзя. Но во всем есть свои плюсы и минусы. Мы прошли чуть дальше, чем планировали, посмотрели чуть больше, чем планировали. Вот видите, к параду готовятся люди. Опять-таки 2 шага от Кремля. Вот то направление Казанская набережная. Здесь в мирные годы гуляют туристы. На этом месте стоял Крестово-Владимирский храм. Вот так. А мы сейчас вот через те ворота зайдем в Кремль. Смотрите, какой самовар. Красотища. Здесь общественное пространство, пешеходная улочка к набережной. А мы пойдем в башенку Кремля. Мы внутри Тульского Кремля. Видно, безусловно, московское влияние. Вот эти вот макушечки. Наверх можно подниматься во время открытия комплекса. Сейчас он закрыт. Но имеется в виду экскурсии и допуск платный. Но гулять никто не возбраняет. Вот музейно-выставочный комплекс посередине. Здесь раньше находилась электростанция, по-моему, если не ошибаюсь. Да, вот здесь. И небольшой Кремль, по многим даже российским масштабам. Небольшой, но уютненький. И не очень много народа. Сегодня 1 мая 2025 года. Через несколько дней будет 80 лет Победы. Круглая дата. Поэтому люди готовятся, празднуют, ходят. Видите, вот еще солдатик опаздывает. Вот. Пустой итальянский ресторан. Очень ухоженно. Травка вся пострижена.
Урночки вынесены, скамеечки не ломаны. Вот там вот такое пространство. А можно посмотреть на древнюю Тулу, на свои архитектурные. Под стеклом. И здесь готовятся уже песни Победы. Хотя сегодня только первая, но да, будут тоже репетиции. Вот там вторая башенка, и там вот общественное пространство. С той стороны мы туда выйдем. Ну, то есть весь Кремль можно обойти, ну, за полчаса, наверное, вдоль стен, если идти. Это мы прошли подарочку Успенского собора. Собор 18 века. Его перестраивали, ремонтировали. А это у нас какой уже это? Лютецкой. К сожалению, там вроде закрыто. Парад где-то. А вот это вот деревянные строения, это у вас созданные дома жителей как бы вот этого Кремля в то время, когда он был деревянным. То есть, вот представьте, вся эта площадь утыкана вот такими строениями. Это каждое хозяйство полностью крестьянское, но я бы сказал, зажиточное хозяйство. И сколько их тут лежало, это сейчас Кремль пустует. А здесь, ну, считайте, это маленький городок, в котором люди жили, в котором люди торговали, в котором люди, ремесленники работали. Происходил какой-то обмен. Обязательно в Кремле перед стенами Кремлей или внутри Кремля был рынок, безусловно. Многие здания были достроены. Видите, примыкание с той стороны Кремля. Построено было уже после. Иисус воскресе до сих пор стоит пасхальный. Я иду к панораме Кремля. Там еще где-то есть панорама железная, объемная. Ну, на карту посмотрим. Вот, кто ни разу не был, вот будет интересно посмотреть на это сверху. Посередине мы видим колокольню Успенского собора и сам Успенский собор. Вот это вот деревянное строение, историко-этнографический комплекс, осадные дворы Тульского Кремля. Вот пристроенный снаружи 12-й. Это музей самоваров. Вот там вообще у нас музейный квартал. Здесь Тульский военно-исторический музей 20-й. Вот, кстати, подарки. Вот там вот много-много разных музейчиков, лавочек. Кто хочет купить сувениры, здесь можно это сделать. Вот. Вот археологическое окно 17-е. Вид в прошлое. Что еще интересного? Ну, пожалуй, все. Ну, как все. Много всего. На то, что запоминается. Вот, кстати, стела стоит. Вот она здесь на схеме. Вот она видна. Вот здесь. Вот. Это обелиск, посвященный восстанию под руководством Болотникова. 17 век. Вот эти дворы восстановленные хозяйства. Осадно. Видите, что они сами по себе еще огорожены тыном, острыми обструганными бревнами. И, в принципе, не только от врагов, от воров людей берегли. Крепостные стены очень толстые. Как правило, внутри крепостных стен проходили коридоры для защиты от нападающих. Вот видите, нижние бойницы. Они оттуда били по ногам. Верхние бойницы. Сейчас будем выходить и увидим толщину этих стен. Дождь. Вот здесь вот закрываются ворота, здесь закрываются ворота. И все. Вот толщина, тут тоже бойницы. Супротив врагов. Вот там личный огонь. И мы
пойдем сейчас в ту сторону, посмотрим на новое общественное пространство. А, вот исторический центр Тулы. Вот, это я говорил. Вот это масштабная карта. Вот посередине Кремль с собором. Два собора рядом. Река Ула. А вот там у нас вечный огонь. А вот так выглядят стены снаружи. Пошли. Мы добрались до общественного пространства, вновь сделано под стенами Кремля. Здесь интересно посмотреть вот на противоположный берег. Ага, горячая кукуруза, какая красота. Кофе, хот-доги. А чем интереснее противоположный берег? Видите, вот там цифру, наверное, не видите. 1963. Вот если смотреть с той стороны, там самые старые здания. Это оружейный, то есть оружейный завод, это мастерские, это какие-то научные исследовательские лаборатории, нынче их называют. И вот эти здания, так сказать, по мере их строения, вот там вот последние уже новейших времен. Вот общественное пространство. Здесь тоже сцена к 9 мая. Пространство, опять-таки, достаточно большое по меркам других подобных, которые мы видели. Разнообразное. Детская бегательная площадка, посиделочки для взрослых. И там вот еще одна детская площадка. Тропинки, дорожки. Пока что это выглядит больше как на погулять, променад такой. Хочется надеяться, что его, наверное, как-то еще что-то. Хотя не знаю, может быть, вот так. Загорать здесь негде, в отличие от некоторых других пространств, где ставят еще, знаете, такие современные опрокидывающиеся кресла. Здесь вот такие вот скамеечки. Сейчас мы подойдем к мостику. Там прохода, конечно, нет, потому что там закрытая территория этих заводов. Ну, вот есть набережная. И люди говорят, идем на набережную. О-о. Набережная. Вот там домики тоже детские. Тут, наверное, микрофон не слышно, отсюда отражается породным почету тут. Да, вот это Кремль снаружи. Большинство Кремлей строилось на возвышенности или на берегу какой-то реки, водоема, ну, как естественная преграда и как способ доставки грузов. Красиво. Вот эта идея мне всегда очень нравится. Идея единения с природой. То есть, видите, вот вдоль реки стоит вот это все как бы скамья длинная. Вот есть как бы смотровая площадка. Неважно, какая это будет река или водоем. Вот человек идет, садится на скамеечку в ту сторону, смотрит на забор вокруг. Ладно, не смотрит на забор. Смотрит на протекающую мимо гладь воды. Вот так вот присел. Вот так вот сел. И так думает, ох, суета. Ох, как же хорошо сидеть и отдыхать под дождиком напротив исторического Кремля. Наверное, все-таки лучше в эту сторону смотреть. Тут все-таки как-то Кремль, жена стоит. А в ту сторону, ну... Вот, кстати, там вот в воде плохо видно, но в Казани есть такие штучки. Вон она там дальше подсветкой, фонтан.
в воде эти уточки плавают. Ничего не критикую. Ну, прикольно на самом деле, что людям есть куда выйти, погулять. Общественные пространства, как термин, появился не так давно, на моей памяти, наверное, лет 10. До этого это назвали парк или там зона отдыха. Теперь общественное пространство. Как хочешь, так и понимай, наполняй чем хочешь. Кто смотрит мои ролики, знает, как я люблю туалетную тему. Шутки шутками, ребят, ну вот респект, прям респект и уважуха. Он открыт, он чистый, он новый. Вот, кстати, здесь можно проводить какие-то мероприятия. Ну или сидеть в группе, смотреть на воду, на исторические здания оружейного завода. Сейчас уже начался как бы сезон, уже потеплело на улице. Но, что но? Но туалеты не открыты. Ну, кроме этого, в парках туалеты не открыты, потому что парки официально еще на просушке. Вот сейчас 9 числа будет небольшой. О, жена побежала. Да, наша традиция, качельки. Качелечки наши, все. Бери самокат. Вот видите, с подсветочкой. Набережная идет туда, до улицы. А вот мы зашли в Кремль внутрь туда. Вот ближайшие ворота, где можно выйти. Ах, какие хорошо, несмотря на холод и дождик. А пространство вот еще с той стороны идет. Вот на вот тордельник. А можно подойти тоже сюда. Вторая часть общественного пространства. Беру часть слов своих обратно. Здесь есть где посидеть. Здесь есть скамеечки вот такие, есть такие. Вот там вот цветничок очень неплохой сделан. И здесь часть общественного пространства. Не знаю, как это назвать. Место сборища, покушать, какие-то мероприятия провести. Вот, кстати, на той стороне Императорский Тульский оружейный завод. Эти здания. Вот там они начинаются, и вот они вот тянутся вот до туда. Вот. Тульский Кремль. Гимн. Клево все продумано. Жалко, что сейчас прохладно, и люди сюда не дошли. Филиал Главного музея отечественной истории Государственного исторического музея. Вот это здесь. Государственный исторический музей ГИМ. Вот. Здесь скамеечки еще посидеть. Куликово поле. Экспозиция. А вот здесь такой дворик внутренний. Музей открыт. Ох, красота. Красота. Слушайте, странно на самом деле. У блогеров много про это было рассказов. Мы вообще не встречались, здесь такой есть. Бар «Гриль Дружба», да. Очередные самовары. И там выход на улицу тоже с кафешками. Вот, мы выходим на такую улочку пешеходную. Небольшую и не очень длинную, но, как вы видите, реконструированную, восстановленную. Вот она прямо к Кремлю идет, в ту сторону. И вот тянется туда. Еще одна пешеходная улочка в нашу копилку. Приятная, узенькая, деревья посередине. Тоже не очень много народа.
отель, 19 век, латинские лавки. Видите, какие здания. Вот этот музей. И здесь вот так вот. Непонятно, зачем вот печенюшечка ненашинская здесь оказалась. Красота.